На улице Сумской в Харькове находится одно из самых известных зданий Харькова – Дворец бракосочетания. Место, где создаются новые семьи и звучат слова любви. Однако мало кто знает, что у этого здания непростая история. В его стенах когда-то находился роскошный особняк, затем один из концентрационных лагерей. В конце XIX века Сумское шоссе стало одним из самых привлекательных мест для усадебного строительства. Поэтому местная власть объявила в 1894 году масштабную распродажу участков в конце Сумской, которая тогда доходила лишь до ветеринарного института. Первым владельцем участка земли в 254 квадратных сажень на углу улицы Сумской и Барачного переулка, иначе проектируемая улица, была жена советника коммерции Ольга Ивановна Величенко. Купила она его 11 ноября 1896 года у городской управы, но для каких целей ею был приобретен этот участок земли, неизвестно. Участок Величенко стоял пустым до тех пор, пока 3 сентября 1913 года его не приобрел действительный статский советник Александр Юзефович. Для строительства своего особняка Юзефовичу пришлось заложить в Полтавский земельный банк здание типографии и редакции газеты «Южный край». Он получил суду 21 декабря 1913 года на 38 лет и 4 месяца. Те из краеведов и авторов заметок, которые пишут, что в 1913 году семья Юзефовича въехала в этот особняк, заблуждаются. Отгрохать такое здание, а тем более провести в нем отделочные работы до конца 1913 года вряд ли было возможным. Видимо, дата 1913 наверху здания означает основание этой усадьбы Юзефовичем. Особняк на Сумской в 2,5 этажа и объемом в 650 квадратных сажень для Юзефовича проектировал художник-архитектор Артемий Иванович Горохов. Особняк, построенный в стиле модернизированного ампира, украшен дорическими колоннами, лепкой, оштукатурен терзитом, богато украшен внутри. В здании было центральное водяное отопление, вентиляция, подогрев входящего воздуха, водоснабжение и электричество. Был установлен и телефон городской сети. Планировка здания была несколько необычной для Харькова. Подвальный этаж особняка был занят рядом жилых комнат для прислуги, отхожие места и ванная комната прислуги, а также отхожее место для гостей. Гости проходили через центральные ворота, были встречаемы парой львов у входа, а войдя в особняк через прихожую попадали в гостиную или кабинет хозяина. Из гостиной гости могли пройти в огромных размеров зал и далее в столовую. Здесь же на первом этаже была спальная комната владельцев Александра Александровича и Александры Павловны, к которой примыкала туалетная комната и ванная с отхожим местом. Из спальни шел проход в 2 детские комнаты. На втором этаже над кабинетом и гостиной располагалась в 2 комнатах библиотека. Попасть в нее можно было только по лестнице из прихожей. С другой стороны здания на 2-й этаж был проход в огромных размеров кухню, комнату и столовую для прислуги. Рядом располагалось отдельное двухэтажное здание служб, которое включало каретный сарай, конюшню, гараж, жилье кучера и дворника, прачечную и служебные помещения.
Усадьба была обнесена кирпичной оштукатуренной оградой с ажурной решеткой в стиле ампир. Со стороны Сумской стояли две сторожки, а в усадьбу вели трое стальных ворот, центральные из которых украшали львы. Вокруг усадьбы был разбит декоративный сад и цветники. Несмотря на успехи, Юзефович столкнулся с финансовыми трудностями. В 1917 году, вскоре после получения дворянского титула, он был вынужден закладывать имущество и в конце концов решил продать особняк. 5 октября 1917 года он подал в банк прошение на продажу, и новыми покупателями роскошного особняка стали полтавский купец Мортха Яровицкий и дантист Яков Шульман. После прихода к власти большевиков дом был национализирован. В декабре 1918 – январе 1919 в нем был расположен так называемый немецкий совдеп. Затем здесь размещался Совет солдатских депутатов немецкого гарнизона. С середины августа 1920 года по февраль 1922 в бывшем имении размещался третий по счету Харьковский концентрационный лагерь. В нем содержались различные категории заключенных. Но смертные приговоры здесь не проводились в исполнение. Лагерь использовался как источник дешевой рабочей силы, однако из-за тяжелых условий люди умирали от тифа и истощения. В лагере существовала воспитательная часть, где заключенных пытались перевоспитать в советском духе. Здесь даже был собственный театр и балерина в штате. Однако в здании не было элементарных санитарных удобств. Интересно, что здесь провожали в последний путь Николая Скрипника, отца украинизации. Гроб с его телом выставили для прощания 8 июля 1933 года. На похоронах присутствовала практически вся политическая элита советской Украины. Провожал Скрипника в последний путь также Иона Якир, который командовал войсками Украинского военного округа. В помещении уже бывшего дома старых большевиков разместили детский сад, который назвали в честь него. Но имя командира учреждения носило недолго. Из-за того, что Якир оказался врагом народа, здание переименовали. Уже в 1944 году это был Дворец пионеров. В 1963 году сооружение стало Дворцом бракосочетания, который мы знаем и сегодня. Изображенная на старых фото ограда исчезла после того, как в здании разместился ЗАГС. Все надворные постройки, которые когда-то были частью усадьбы, отошли другим хозяевам. Последний раз здание реконструировали к столетнему юбилею в 2013 году. На его реконструкцию город выделил 700 тысяч гривен. У входа в дворец установили новых львов. Фасад был отремонтирован, также изменили цвет самого здания, сделав его в бело-бирюзовых тонах. Как его только не красили. В советские времена однотонным серым цветом. И каждый раз, когда назначение здания менялось, люди преимущественно старшего поколения вздыхали. Вот и этот раз, когда перекрасили здание в бирюзовый цвет, он пришелся по вкусу далеко не всем. После того, как был отремонтирован фасад, у входа установлены новые скульптуры львов, а на самом фасаде чаши, перед харьковскими архитекторами встал вопрос, каким должно быть цветовое решение дворца. Обсуждались несколько вариантов, среди которых были достаточно смелые. В частности, здание предлагали выкрасить в сиреневый. В результате было принято решение, что наиболее торжественно дворец будет выглядеть в бело-бирюзовых тонах. Данный вариант был согласован с областными архитекторами, так как здание является памятником архитектуры.
Из комплекса усадьбы Юзефовича также сохранилась постройка, где размещались службы. Здание служб пострадало в результате российских обстрелов Харькова в 2022 году. Таким дворец бракосочетания остается и сегодня. И вот несколько дней назад, когда это видео готовилось к публикации, в СМИ появилось сообщение, что дворец бракосочетания на улице Сумской закрывается из-за реставрации и больше не принимает посетителей.